Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это первое видео, посвященное использованию проекта Qt Web App для создания серверной части веб-приложения, написанного на Qt. В нескольких своих видео я рассказывал о том, как, используя только библиотечные классы Qt, можно создать простенький HTTP сервер. Но в реальности, если проект у нас несколько сложнее, чем Hello World, и в нем какой-то более интересный функционал, и, например, мы хотим использовать браузер в качестве тонкого клиента для нашего приложения, то нам потребуется реализовать много всякого функционала дополнительно. То есть, например, это сессии, это куки, это использование протокола HTTPS, это, ну и так далее и тому подобное. И, разумеется, не хочется тратить время на реализацию вот всех этих велосипедов. И, к счастью, для нас на Земле существует программист по имени Штефан Фрингс, немецкий, который сделал эту работу за нас и создал проект Qt Web App. Что же это за такой проект? Давайте сразу его найдем в интернете. Ну, прямую ссылку я давать не буду, потому что она, естественно, может извиниться. Qt Web App. Поэтому я просто забиваю в Google Qt Web App, и вторым результатом мы попадаем на сайт Штефана Фрингса. Он немец, поэтому у него сайт на немецком языке, но есть и английская версия. Поэтому переходим сюда. Может, кому-то удобнее немецкая. И давайте посмотрим, что Штефан сам написал о своем детище. Qt Web App – это HTTP-серверная библиотека, написанная на C++ и вдохновленная Java-сервлетами. И действительно, те, кто работал с Java-сервлетами, им многое может показаться знакомо. Ну, естественно, он пишет, что это все работает на операционных системах, которые поддерживают Qt. И пишет, что библиотека состоит из 4 независимых модулей. Первый модуль – это, собственно, HTTP сервер. Второй – это движок шаблонизации или шаблонизатор. Третье – это модуль логирования, журналирования, да. И четвертый модуль – это модуль, позволяющий запускать приложение под Windows в виде сервиса, что, ну, действительно, под Windows имеет смысл. И также он пишет, что, ну, естественно, пишет, что это многопоточный сервер, пишет, что поддержка IP4, IP6, постоянных соединений, HTTPS, сессий, куки, загрузок файлов. Ну, в общем, действительно, все самое полезное и нужное у него реализовано. Сам сервер по сборке занимает мало места, работает быстро. В общем, действительно отличный проект. Давайте перейдем к примеру. Я хочу показать пошагово, как можно создать проект на Qt с использованием вот этой вот библиотеки. Ну, в принципе, Штефан молодец, потому что он написал хороший тьюториал, хорошее описание возможностей своего детища. Но действительно иногда полезно бывает пошагово, может быть, с какими-то дополнительными нюансами, посмотреть, как все это делается. Итак, шаг первый. Мы скачиваем саму исходники библиотеки. Заходим в архив и видим здесь папки. Во-первых, папка с классами самой библиотеки, и здесь 3 примера. Ну, все они функциональные, их можно как раз использовать как некий тоже шаблон, по которому будет создаваться уже наше собственное приложение. Итак, проект я хочу назвать Web App Server. И, во-первых, я копирую исходники самой библиотеки, а во-вторых, я
использую файлы из примера номер 3. Давайте я копирую файлы. Ну, естественно, у нас проектный файл будет логично переназвать тоже. Назвать Web App Server. Какие здесь есть папки? Ну, во-первых, логи. Папка с логами. Естественно, мы можем указать какую-то другую папку, но вот Штефан предлагает именно такую структуру. Папка etc. Здесь у нас находится настроечный файл. И давайте его тоже переименуем. И вот по умолчанию в проекте происходит поиск конфигурационного файла, причем по разным путям, но предполагается, что называться он будет так же, как и приложение. Web App Server. Отлично. И вот, наконец, некие исходники, с которых мы начнем. Давайте начнем с того, что поправим проектный файл. Во-первых, проект у нас теперь называется Web App Server. А во-вторых, вот у нас немножко другая структура папок, потому что здесь у нас вот эти проектные файлы лежали в отдельных папках, разумеется, поскольку их несколько, да, а у нас здесь один проект, поэтому у нас он лежит выше, да, выше по пути, да, то есть не в подпапке. Поэтому нам вот эти вот точки со слэшами не нужны. Так, я их убираю. Это, собственно, как можно догадаться, и есть загрузка вот этих вот модулей. И мы видим, что модуль шаблонизации отключен. Ну, нам действительно он сейчас не понадобится. Так, отлично. И второй момент, который я хотел бы добавить еще один раздел в нашей настройке. Давайте, во-первых, посмотрим, какие уже есть здесь разделы. Во-первых, раздел посвящен для самого сервера, в котором указывается порт, на котором мы слушаем, минимальное количество потоков, максимальный и так далее. Какие-то настройки. Также у нас настройки для модуля логирования. Давайте тоже поменяем здесь Web App Server. Имя файла логов, да. И еще я хотел бы добавить из примера номер 1. Здесь самый богатый настроечный файл. Я хотел бы добавить раздел doc_root. Позже я объясню для чего. Так, отлично. Можно загрузить проектный файл в Qt Creator. Так, выбираем папку для сборки. Я вот не люблю вот эти все длинные постфиксы, суффиксы, поэтому вот мы сделаем так. Так, хорошо. И мы видим, что помимо вот этих самых модулей, классов библиотеки, которые скомпонованы в модуле отдельные, у нас уже есть несколько классов в исходниках. Ну, во-первых, main CPP, с ним все понятно. Во-вторых, два класса. Первый стартап. Это класс, который как раз позволяет запускать приложение как сервис. Тут два метода. Первый старт, второй стоп. Ну, в общем, понятно, что действие в первом методе это действие инициализации нашего сервера и каких-то там настроек. А стоп это, наоборот, освобождение ресурсов, удаление каких-то объектов. Здесь более-менее все понятно. Теперь request handler. Ну вот, Штефан предлагает вот такое название для основного контроллера. Что это за контроллер? Это контроллер, который осуществляет распределение запросов между другими контроллерами. То есть это такая точка входная.
И все контроллеры, в принципе, он не особо ничем не отличается от других контроллеров. Все контроллеры должны наследоваться от HTTP Request Handler и реализовывать вот один единственный метод service. И вот здесь как раз знакомые для любителей Java сервлетов. Здесь у нас два параметра у этого метода. Первый это объект запроса, второй объект ответа. Здесь мы извлекаем данные, полученные от клиента, и какие-то, может, дополнительную информацию. Ну, допустим, там, тип запроса, путь и так далее. И второй объект, сюда мы записываем ответ наш, то есть тоже, например, заголовок, заголовки, какая-то кодировка, и дополнительная информация и само тело ответа. Ну, давайте посмотрим, что здесь уже есть. Здесь у нас реализован метод service. И пока здесь никакой у нас этот класс не работает как диспетчер, пока он сам обрабатывает все запросы и возвращает все время одно и то же. Мы видим, что выставляется заголовок с типом ответа и с кодировкой. И, собственно, само тело ответа — это вот такое простенькая страничка Hello World. Ну, хорошо, оставим пока как есть. Теперь, что у нас в методе start класса startup? Ну, во-первых, у нас здесь выставляется имя и организация приложения. Ну, приложение мы переименовываем в Web App Server. Организация пусть будет LiveAlex. Описание — это то описание, которое будет отображаться в списке сервисов. Дальше метод, который осуществляет поиск конфигурационного файла. Мы видим, он ищет по разным путям. То есть не обязательно конфигурационный файл должен вот находиться там, где сейчас находится. В принципе, можно вообще это все убрать и искать его в определенном месте. И далее мы смотрим, что происходит. Значит, поиск конфигурационного файла, дальше загрузка отдельных разделов. Это раздел по логированию, да, это раздел по самому серверу. И создается вот объект, глобальный объект логера, и создается у нас объект, собственно, самого сервера, который прослушивает, принимает запрос. Так, ну, в принципе, для запуска уже все у нас есть. Давайте попробуем запустить. Единственный момент — это то, что сейчас, поскольку мы используем вот этот вот модуль запуска как сервис, то сейчас у нас будет попытка зарегистрировать сервис вместо того, чтобы запустить приложение. А для того, чтобы запустить его как обычное приложение, мы должны в параметрах запуска указать -i. И мы смотрим, что сервер у нас запустился. Действительно, конфигурационный файл был найден, вот тот самый наш. И логирование осуществляется в папку и файл, который мы тоже указали. Ну, давайте посмотрим, что там у нас в логах. И действительно, уже какая-то запись есть. И мы видим, что вот этот самый класс логер, он добавил дополнительную информацию о времени, дате, типе сообщения, потоки. Ну, в общем, действительно как-то оформил еще наши записи. И это хорошо. Теперь посмотрим, что собственно, происходит при запросе к нашему серверу 127. И мы видим тот самый Hello World, который мы видели в исходниках. Он действительно здесь вот нам вернулся в нашему браузеру, по запросу браузера. Отлично. Ну, пока, естественно, мы вот не вышли за рамки приложения Hello World, я предлагаю в этом видео все-таки
сделать нечто большее, а именно осуществить возможность загрузки запроса статических ресурсов. Для этого в библиотеке есть уже готовый класс контроллера, который я предлагаю здесь создать, опять же, как глобальную переменную. Во-первых, подключаем класс static file controller, называется. Создаем static file controller, вернее, пока что только объявляем. Static controller, давайте так его назовем. Теперь в методе start мы должны создать объект new static file controller. И здесь нам предлагается указать настройки. Вот тот самый раздел doc.root, в котором у нас указаны настройки для вот этого контроллера. Ну, в первую очередь, это корневая папка, в которой будут искаться ресурсы статические. Ну, давайте загрузим этот раздел так же, как и остальные были загружены. Здесь только назовем его static settings. Тоже static settings. Здесь меняю имя раздела на doc.root и указываю в конструкторе в качестве первого параметра, а вторым параметром у нас родительский объект. Я указываю объект самого приложения. Так, и теперь в нашем вот этом request handler, в нашем корневом контроллере я должен static, так, во-первых, подключить контроллер, класс контроллера static file controller, static, нет, так не settings, только static controller. Так. И теперь мы сможем использовать эту глобальную переменную здесь. Так. Вот эти нам строки уже не нужны. И мы просто вызываем метод service этого контроллера request response. И последний момент, который я хотел сделать в этот раз, в этом видео, это вот мне, например, удобнее при разработке использовать именно консоль для просмотра сообщений логирования. Поэтому я предлагаю использовать класс logger, просто не файл logger, а просто logger. И я здесь заменил и в файле startup cpp, где у нас объявляется и создается этот объект. Вообще странно, что Штефан, считаю, неправильно. Надо было здесь объявлять его как логер, а файл логер уже выбирать, какой именно логер, вот здесь, где мы создаем сам объект. Тогда проще было бы переключаться между различными типами логеров. Настройки нам эти уже не нужны, потому что это простой вывод в лог. И здесь я пишу logger, new logger, и опять-таки указываю родительский объект. Static controller. Все хорошо. Пробуем запустить. И мы видим, действительно, логирование теперь у нас в консоль пошло. Мы видим, что сервер слушает на 80-м порту. Мы видим, какая папка у нас является корневой для статических ресурсов. И так далее. Отлично. Давайте посмотрим, что возвращает запрос
на сервер, а возвращает он ошибку 404, что логично, потому что ресурсов пока у нас нету. В настройках мы указали папку, напоминаю, doc.root, поэтому давайте создадим ее. doc.root. А в ней создадим индекс HTML простого содержания. Допустим, wow, it works. Перезапрашиваем. Wow, it works. Действительно работает. Ну, опять же, для того, чтобы все убедились, что загружаются у нас не только странички, а вообще любые ресурсы, любые файлы. Давайте я сюда, допустим, кину картинку Ocean JPG, да? Оп, копирую название. Действительно, картинка тоже была загружена с нашего сервера. В следующих видео я покажу какие-то другие возможности проекта Qt Web App. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.